Всем привет и здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья. Как у вас дела? Эти карты Таро, вот эти двухсторонние, ответят на такой вопрос. Какая тайна для вас сегодня откроется, именно для вас, кто нашел это видео? И к чему вас подготовят высшие силы, к чему вас подведут высшие силы и от чего отведут? Я вас приглашаю на этот расклад, и здесь на этом двухстороннем Таро все будет видно. У нас на дне колоды с вами была шестерка чаш. Тайны относительно любви. Но для кого что любовь? Для кого-то любовь к человеку, для кого-то любовь к работе. Итак, какая же тайна для вас сегодня откроется? То сегодня, когда вы смотрите видео. Я карты буду трактовать так, как мне будет открыто, и вы узнаете, где будет касаться вас. Потому что карта может означать многое. И я буду трактовать все, что сумею. И вы узнаете, какие слова будут касаться вас. Вы почувствуете это, я вам гарантирую. Сейчас я просто возьму две тайны. Это будет два расклада глубоких. Но для начала я возьму просто две карты тайн. И также мы сделаем сигнификацию вас. То есть мы посмотрим, кто вы сейчас, по мнению высших сил. Чего высшие силы от вас хотят, чтобы тайна сбылась, чтобы желание сбылось, да? То есть это называется «главное о вас». Сигнификация, significant — это главное о вас. Ну вот, карты готовы. И вначале мы посмотрим две тайны. Вот одна и вот вторая. Я не смотрю на карты, потому что они двухсторонние. Ну вот, это две тайны. И тоже ваша сигнификация, вот эта карта. Ну что же, это карта Солнца. Я вас поздравляю. С такой сигнификацией вам успех гарантирован, потому что карта Солнца говорит о том, что вы сейчас, по мнению высших сил, везунчик, как говорят, да, баловень судьбы. Вы скажете, ну я совсем не баловень судьбы, мне не везет. Да, но может это то, что было и до сих пор тяготеет над вами. А то, что сейчас Вселенная хочет дать вам подарки по карте Солнца, это однозначно, это самая лучшая карта в колоде. И с одной стороны вот белый конь, и вы его прикасаетесь к его голове, то есть к его уму. Сейчас мысли будут приходить умные по бизнесу, по любви, по бытовым каким-то вопросам, да, какой-то советник у вас появится. А здесь само Солнце. Солнце — это успех, это всегда успех, успех во внешнем мире. То есть во взаимодействии с другими людьми или в взаимодействии вообще с жизнью. Но это тоже очищение от негатива, кстати. Если вы чувствовали, что на вас какой-то есть негатив, вам тяжело по одному или другому вопросу, то сейчас вы очищаетесь от этого негатива, потому что Солнце — это очищение. Итак, какая же тайна вам откроется? Мы сделаем глубокие расклады, но вначале я вам скажу конкретно, что по каждой тайне. Вот это тайна разбитого сердца. Ваше сердце будет сейчас освобождаться от боли, обид и печали. Это касательно любви, конечно, того, кто разбил вам сердце. Вот вы о нем узнаете тайну или о ней. И вторая карта — сила. Это касательно вашей личности. И знаете, здесь сила противостоять злому, потому что вы здесь смотрите на карту дьявол, то есть на самого повелителя тьмы. Противостоять темным силам вы сможете. Ну а здесь вы храбрая. Вы храбрая. Так что сейчас вот для вас, именно для того, кому повезет, вот вы, тот, кто смотрит, мы посмотрим эти две тайны, которые откроются. Итак, с левой стороны у меня это тройка меча, это те тайны относительно вопроса, который вас напрягал. Вопроса, который был сложный, не давал вам покоя, вас обижали, кто-то обижал. Итак, что же по этой тайне откроется? Ну, девятка пентаклей. Здесь у вас будут деньги. Если вас кто-то обижал насчет денег, смотрите, вот это приход денег, а с обратной стороны вы уже обеспеченная, счастливая, финансовая свобода, независимость, благородная такая жизнь, где вы можете делать, что хотите. Вот это благородная жизнь, а не то, что там какие-то крохи на проживание, да. Здесь касательно денег у многих. Кстати, любовь и деньги — это же одна стезя, да, одна Венера. И Венера здесь говорит вам, что тайна относительно любви и денег здесь, да. Кто-то разбил вам сердце, может, кто-то одолжил, денег не отдал. Может, какой-то завистник, который колдовал на вас. Потому что тройка меча — это иногда колдовство других людей. Здесь может быть относительно мужчины, который предал, потому что это четверка пентаклей. И здесь, видите, он такой
сзади сидит, а впереди вот он, смотрите, какой. Видите? Угу. Относительно мужчины, который, может быть, сказал, что заработает или поможет, не помог. Может, в каких-то инстанциях человек. Или, может быть, ваш партнер, который сказал, что вот заработает на то или другое. Или же устроит те или другие дела. Устранит препятствия между вами. И не сделал этого. И он разбил вам сердце, этот человек. Какая о нем тайна здесь откроется? Сейчас посмотрим. Это какое-то третье лицо с левой стороны. У очень многих проиграется, что это какое-то третье лицо, которое вас очень сильно обидело. Какая тайна об этом человеке откроется? Но с ним будет встреча. Это рыцарь чаш. С этим человеком будет встреча очень скоро. И на самом деле, знаете, даже не он вам разбил сердце, а то, что долго он шел к вам, долго он обещал и не делал. Вот это временной этот отрезок разбил вам сердце. Но рыцарь чаш — это встреча. Это встреча с этим человеком, это свидание. Он выйдет на связь. Тройка жезлов, вообще карта перспективы развития, например, любви, отношений, или перспектива развития той работы, которая вас до сих пор не радовала и издевались над вами где-то на рабочем месте. Здесь я вижу перспектива развития своей карьеры у вас или же у этого рыцаря. Тройка жезлов — очень хорошая карта. И здесь видно, что у вас будет все замечательно на самом деле. Вот это сердце разбитое, да, кто-то разбил вам сердце, какой-то, может, мужчина, потому что рыцарь. Или какая-то новость плохая, какая-то плохая новость, потому что у рыцарей часто новости. Эта плохая новость разбила вам сердце. Новая любовь будет даваться, это туз чаш. Или же примирение с этим. Но что-то будет меняться в лучшем ключе, потому что туз чаш — это когда что-то меняется. Смотрите, фонтан любви. Вы сама любовь, и поэтому вы привлекаете, вот здесь рыцарь стоит сбоку, вы привлекаете в свою жизнь именно вот этого рыцаря. Он на тузе чаш проявился, этот рыцарь. Человек, который или поможет вам материально, или же составит вам вообще какую-то партию хорошую, или в любви, или в делах. Но дела какие-то будут улучшаться. А здесь я тоже вижу, если сердце было разбито вот негативными ритуалами какими-то грязными, то придет защитник, который вот смоет всю эту грязь. Это как архангел Михаил, у многих так проиграется. Шестерка меча, да, это уход от трудностей, но это такой немножко иллюзорный уход от трудностей, да, потому что по шестерке меча мы часто вместо того, чтобы с проблемами разбираться, мы их как бы откладываем на потом, как бы закрылись, и не видно нам, что будет дальше, да, и вроде проблемы решились. Но это вот этот человек, который что-то сделал, какой-то сделал вам ущерб, или финансовый, или бытовой ущерб такой, любовный, общечеловеческий, да. Этот человек это сделал, потому что он сам хотел уйти от каких-то трудностей. Вот такая о нем тайна откроется, да. Что он как бы, ну, можно сказать, в кавычках не со зла. На самом деле он сделал вам зло, но в кавычках не со зла. Это очень хорошая карта. Это карта императрицы. Вы уйдете от трудностей. Вот даже вот в этом сочетании шестерка меча и императрица я вижу, что это человек, который причинил боль, но шестерка меча, он придет к своей гадости опять. Он идет по кругу и придет к тому, что он сделал другим сам. Называется обратка в народе. Бумеранг такой, да, но мы знаем, это закон Вселенной, что посеял, то пожнешь. И по шестерке меча вот такой бумеранг его настигнет. Но у вас здесь императрица, всю масть перекрывает счастье в личной жизни. Императрица — это счастливая госпожа, женщина, человек просто. Я не люблю делить вот это, да, человек. И над вами ваша путеводная звезда. Эта карта исполняет желание просто. И дает вам смелость, потому что орел, белоголовый орел здесь в воздухе, дает вам смелость жить, вершить дела, быть счастливой. Это очень хороший знак. Императрица — это вы счастливая, здоровая, красивая. Здоровье супер важно. С сильным иммунитетом, с красивой фигурой. Очень хорошая карта. Здесь, знаете,
как отольются мышки кошкины слезы, или наоборот, отольются кошки мышкины слезы. Я никогда не знаю, как это правильно сказать, но вы знаете, что враги, которые что-то намечали против вас, они терпят поражение, а вы императрица, вы расцветаете. В вашу копилочку кармы развязываются какие-то кармические узлы. Потому что тройка меча — это и есть кармические узлы из прошлых жизней, которые были завязаны с кем-то. А вы императрица, вы здесь в своей силе. Сейчас настает период освобождения от проблем, как оковы снимаются с вас. Тройка меча — это и есть те оковы. Те оковы, которые по рыцарю чаш, это может быть архангел Михаил, хочет сбросить вас с эти оковы. Ну и еще, конечно, рыцарь чаш — это просто кавалер новый или тот, который хочет с вами помириться. Вот именно с этим рыцарем чаш вы под защитой какого-то кавалера. И вам ничего не страшно, потому что это такое простое человеческое личное счастье. Это то, что вас ждет. Такая тайна откроется, что сейчас вот это уже за занавесом таким все происходило, борьба темных и светлых сил. А теперь вы освобождаетесь и становитесь в своей силе, красоте. Начинаете жизнью радоваться, не сражаться с жизнью, а радоваться. Карта хотела выйти, еще дополнительная помощь. Да, пятерка меча. Кто-то на коленях теперь просит прощения у Всевышнего за причиненное вам зло. Понимаете? Это уже дело между Всевышним и этим человеком. Вы уже об этом не волнуйтесь, потому что вы выше всего этого, вы императрица. Хороший расклад. Вот такая тайна откроется. Это с левой стороны. Давайте посмотрим справа. И здесь карта силы, я напоминаю. И то, что вы поборете эту темную силу дьявольскую, которая вам мешала до сих пор. Вот здесь дьявол может быть внутренний. Это могут быть какие-то привычки. Например, там лишняя еда, бесы лишней еды, да. Или вредная еда, бесы вредной еды. Или прокрастинация, бесы прокрастинации. Здесь может быть неверие в себя и самокритика, самосглаз. Бесы самосглаза. Да, здесь могут быть бесы, например, лишнего бокала вина или лишней там сигарет, вот этого всего. Это все проделки бесов. И вам выдается сила с этими бесами справиться. Девятка жезлов, ну, конечно, сила. Вот, знаете, это как эта карта, она напоминает, как Христос воскресил Лазаруса. Он сказал: выходи, Лазарус, и все, и он вышел. То есть, может быть, вы уже как бы похоронили хорошую карьеру, или похоронили хорошие отношения, или благоустроенный счастливый быт, где на все хватает денег. Вы уже сказали: это все не для меня, все, я мучилась и буду мучиться. Нет, это не так. Сейчас идет восстановление ваших сил. Очень хороший расклад. И вы получаете назад свою силу, восстанавливаете силы. Девятка жезлов — это полное восстановление силы. И это путем борьбы. Борьбы, знаете, со своим этим внутренним «я», которое не верит в вас. Это взять контроль над собой. Но это вот задача таких, знаете, или христианских отшельников, или буддийских отшельников, получить контроль над собой. Это то вот очень важное, вы получаете контроль над собой. Мысли ходят туда-сюда, просто не нужно всем мыслям верить. Включаем здравый смысл. Если эта мысль нездравая, и нельзя верить, навязанная вам другими людьми. Семерка жезлов, опять жезлы, это да, к вам вернется сила, которую, может быть, хотел забрать вот этот дьявол. Это темная энергетика других людей, на работе, например, которые на вас негативно влияли, или в семье. Здесь к вам вернется ваша сила, потому что жезлы — это, конечно, сила. Очень хороший расклад. Карта колесница, и это будет очень скоро. Очень скоро к вам вернется сила. И здесь еще с другой стороны, и с этой тоже, мы имеем архангела Рафаила, его знак медицины. Здесь кто-то выздоровеет, у кого-то лучше будет иммунитет, кто-то получит анализы, хорошие ответы, кто-то получит нужное лекарство и выздороветь, но кто-то из вас, кто недомогал, вы или ваши родные, здесь выздоровление, я вижу, и очень скорое, потому что уже высшие силы посылают архангела Рафаила на выздоровление. Карта смерть, да?
Она говорит, да, но, понимаете, нельзя вернуться к прошлому. Вы выздоровеете там от того бокала вина, сигареты, как я сказала, от бесов, лярв, лишней еды или еще от каких-то сущностей. Вы выздоравливаете, но пути назад нет. Потому что будет дьявол всегда это делать. Это как для Христа. Христос пошел в пустыню на 40 дней, и тут же возник дьявол, и тут же его искушал. То есть как только мы даем себе обещание там жить лучше, не слушать эти голоса неправильные, не любить того, кто нас не любит, или не подчиняться на работе какому-то придурку начальнику. Как только мы даем себе это обещание позаботиться о себе, тут же злой дух начинает шептать, кто ты такая и так далее. Вот карта смерть говорит, эти злые привычки, когда мы отдаем контроль над собой другим, оставьте это позади. Перейдите, делайте этот переход. Да, это карта влюбленная. Вот смотрите, когда вы оставите вот это неправильное, может быть, отношение к себе, да, или же когда вы даете другим людям себя использовать, и когда вы оставите эти все привычки неправильные, влюбленные — это новый этап жизни, это когда везет влюбленные, да, это как колесо фортуны, потому что вы в контроле. Влюбленные намекает на Ветхий Завет, Genesis, когда Бог сказал им: Адам и Ева, теперь вы распоряжаетесь своей жизнью, теперь вы контролируете, вы осознанные. И это осознанная новая жизнь, когда вы выбираете, что делать, и никто вам не указ. Вот эта игра, в которую сейчас весь мир играет, да, игра на то, что мы соглашаемся с правилами игры или нет. Вы в эту игру больше не играете, вы вышли из игры. Вы свободный человек, это по карте влюбленные. Вы свободный человек. И начинает вот это дерево, в котором есть достаток, плодоносить. Но по этой карте семерка пентаклей ни на одном дереве плод сразу весь не созревает. Будьте терпеливы. Со временем вы придете, например, в свой лучший вес. Или со временем вы придете в лучшие отношения. Будьте терпеливы. Один плод за другим, один шаг за другим. Здесь я вижу возобновление счастливых отношений. Вот эту тайну вам хочет открыть Вселенная, потому что вы потеряли в себя веру. Вселенная сейчас открывает вам тайну. Вы не одни, вам дается новый шанс по карте влюбленные и по семерке пентаклей. Новый шанс. Вам дается новый шанс у кого в работе, для кого это важно, для кого в отношениях. Вам дается новый шанс, не пропустите его. Это было как бы за пределами вашего зрения. Поэтому карты что они делают? Они показывают то, что за пределами зрения. Это колесо фортуны. Вы знаете, нельзя сказать, что это колесо сансары. Что такое колесо сансары? Это перерождение в кармические узлы. Да? Это колесо фортуны. Это совсем другое второе. Это не колесо сансары. Потому что колесо сансары хочет нам сказать: у тебя есть кармические долги. Ты обязана их развязать. Как развязать? Хорошими поступками? Хорошие поступки специально нельзя сделать. Тот, кто старается делать хорошие поступки себе в ущерб, на самом деле это простые, плохие поступки. Потому что насильно нельзя делать что-то хорошее. Хороший человек делает, потому что он психически здоровый, ему это в кайф. Колесо фортуны говорит, что вам будет в кайф жить, а с другой стороны у колеса фортуны вот карта мага. Видите, маг стоит. Маги влюбленные, вау, это же вообще-то счастье. Это колесо фортуны, другое колесо, где удача вам улыбается, где 10, да? Номер 10 — это 1 впереди нуля. 0 — это как шут. То есть если мы видим карту маг, там шут, а потом маг. То есть шуту нужно у мага научиться верить в себя. А 10 — это уже новый шут. Ну, шут — это как сигнификация того, кто смотрит, да, как карта вот вопрошающего бланка. И там уже вы, когда пришли к колесу фортуны, 10-й карты, вы главный в своей жизни, никто больше не будет ей управлять. Никакой сатана, никакой дьявол, никакой мужчина, никакая мама, никакая дочь, сын, т.т. и так далее, никакой начальник. Вы можете выйти из игры, когда пожелаете. И играть свою игру по своим правилам. Вот именно колесо фортуны вместе с картой влюбленные — это когда вы играете в игру по своим правилам. Понимаете? Когда именно вы играете в игру по своим правилам. Никто другой не играет с вами в эту игру. Я очень рада это видеть. Поскольку вы свободны, по карте влюбленные — это вы свободны, вы осознаны. А когда мы осознали, мы больше не боимся.
и вам улыбается судьба. Ну, во-первых, это деньги, потому что как пентакль, да. Во-вторых, это помощник какой-то. В-третьих, это может быть любовь. В-четвертых, может быть новая квартира, дом, хорошая карьера. Да, на хорошей улице будете жить, будете иметь приличных соседей. Что-то очень хорошее произойдет у вас. Секрет такой: начнет жизнь меняться в лучшую сторону. Для вас главное не идти в параллельной реальности, а пойти на свою дорогу счастья. То есть начинать свою жизнь. Как вот учит вас именно вот этот маг из карты Фортуна. Станьте магом своей жизни, потому что Вселенная готова вам помочь. Я счастлива такой видеть для вас. Друзья, вот такие видео, они чем хороши. Каждый день можно получить заряд энергии, можно увидеть будущее, можно с пользой для себя провести время и в компании друга, в моем скромном лице. То есть все вам на пользу. Люблю вас, обожаю, ожидаю вас на моих будущих или предыдущих видео. Будем видеться. Пока-пока, мои дорогие, пока-пока.